Перед вами ром классического английского стиля, выгнанный на острове Ямайка в долине Нассау на 300-летней винокурне под названием Эпплтон Эстейт, которая находится среди карстовых воронок вдалеке от столицы острова, которая называется Кингстон. Неофициальный год основания 1655, официальный 1749. Когда вы спросите у любителя рома, с какой винокурней вы ассоциируете остров Ямайка, он непременно вам ответит с винокурней Эпплтон Эстейт. Хотя Ямайка ассоциируется у многих с зачастую шокирующими высокоэстеровыми ромами, Эпплтон Эстейт 12 скорее представитель более классических и более привычных нам ромов. Но обо всем по порядку. Ямайцы гордятся своими корнями и на каждой бутылке пишут название старого владельца ямайского же происхождения, хотя, однако, сегодня винокурня принадлежит Campari Group. Ром является гордостью мастера-блендера винокурни, и причем знаменитого. Это женщина Джой Спенс. Это первый мастер-блендер женщина в мире. И это купаж честных спиртов от 12 до 18 лет, согласно базе Rum Ratings. Спирты получались как на колоннах, так и в перегонных кубах с ретортами. Наши самогонщики бы назвали их барбатерами или сухопарниками. Спирты выдерживались в жарком и влажном ямайском климате в бочках из-под бурбона. И вода, которая используется на винокурне, и это подчеркивается, используется местная и высокоизвестковая из тех самых карстовых воронок, которые окружают винокурню. На моей памяти это уже третья смена кузова бутылки, это третий ребрендинг. Однако у меня не последний кузов, у меня как раз таки первый, это экстра. Как мне показалось, последующие релизы, все три релиза мало чем отличаются друг от друга, хотя согласно базе Rum Ratings оценка даже росла с каждым последующим релизом. Вот этот релиз оценивают 7 баллов, вышел он ориентировочно в 2013 году. Далее вышел Rare Blend, ориентировочно в 2016 году и имел оценку 7,4. И предположительно в прошлом году вышел релиз Rare Casks, и он имеет оценку, в прошлом это в 2021. И он имеет оценку 7,6 согласно базе Rum Ratings. Надписи ром сразу на 3 ромовых языках, чем, видимо, производители хотят подчеркнуть отсутствие своей принадлежности к какому-либо из 3 известных стилей. 43 градуса, подкрашен колером. Давайте приступим к аромату. А все же бросаются в глаза яркие тона эфирных эстеров, щетина, животный жир, кокос. Никаких ацетоновых тонов, которые очень часто присущи ромам, вообще я не чувствую. Жженая карамель, мокрый картон, очень сложный и интересный. Газонная травка, тростник, сахарный тростник, камыш. В общем, очень много травяных нот. Что-то копчененькое, землистый и, конечно же, ванилька. Сразу же скажу, что после хорошей декантации ром хорошо раскрывается, медицинские тона появляются больше насыщенности, и сам ром держится на воздухе молодцом. Вкус. Сладко-кисло-горький. Продолжение носа, то есть все компоненты аромата чувствуются во вкусе. Такой же сложный и насыщенный. Сладость приблизительно 7 из 10. Не такой сладкий ром, как мы привыкли это чувствовать. К ароматной палитре хотелось бы добавить клубничное варенье, сухофрукты и специи. Послевкусие. Древесное, сильное, тонинное. Здесь уже чувствуются ацетонистые тона, лимонад-колокольчик, ваниль и, конечно же, горечь. Вот эта классическая ромовая горечь. Как бы кто ни критиковал этот ром за его излишнюю сухость и несладкость, сладость здесь все-таки есть, и сухость довольно приятна. Великолепный, классный, сложный, насыщенный ром за свои деньги. Это просто настоящая находка. Оценка 85. Прекрасный образчик рома, однозначно заслуживающий внимания. Почему создатели занимались ребрендингом и почему избавились от слова экстра, сказать сложно, возможно, им не понравилось
французская ассоциативность с коньяками, слово «экстра». Может быть, были какие-то другие причины. Тем не менее, содержимое бутылки старательно воссоздавалось годами, как я еще раз подчеркну. Однако среди американской публики я встречал комментарии о том, что трава была зеленее в Appleton Estate 12, хотя оценки говорят об обратном. Appleton, как и многие изготовители рома, также пытаются влезть и в коктейльную тематику, чтобы расширить рынки сбыта своего продукта, и предлагают своему потребителю немножечко поэкспериментировать и предлагают простейший коктейль на основе рома Appleton Estate 12. Давайте мы его тоже попробуем. Коктейль прост, рокс, лед, немножечко рома Appleton Estate и буквально горсточку с детскую ладонь кофейных зерен. Ваше здоровье, друзья! Ну, не знаю. Ах, а какая шикарная линейка, одну ее бы всю попробовать. Начальный релиз Signature, 8, 12, 15 Black River Casks, 21 год Nassau Valley Casks. И их премиальные лимитки — это Joy Spence, ром дань чести винокуру и мастеру-блендеру Joy Spence, их 30-ка и их 50-летний релиз, который стоит, на минуточку, около $6000 за бутылку. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях, кто пробовал 30-ку и 50-летний. Пожалуйста. Отличный ром, а также явный ром, призванный для того, чтобы не отпугнуть от этого напитка, если вы решили познакомиться с миром рома впервые. Соотношение цена и качество в магазине не знает равных, и я купил эту бутылку за 3428 рублей в Лудинге. Сегодня это Эль Вайн со скидкой. Шикарная цена за шикарный ром. Аналогов предлагать не стану, тем более, что здесь честные 12 лет. Ну, не знаю.